Всем привет! Всем привет! Сегодня среда, едем в магазин потерянных посылок. Сегодня прайс $1. Можно за $1 купить любую коробку, которую либо забыли, либо вернули, которая не дошла до клиента, получателя. Магазины разные, Amazon. Не знаю, из Таргета есть там, нету? Не знаю, возможно. Но Amazon точно там есть. У нас уже наступают немножко теплые деньки. Сегодня, правда, всего лишь плюс 9, но вчера было плюс 22. Так что весна приближается. Мы уже были на разведке в магазине, в который мы едем на днях. Смотрели, как там организован процесс, как выглядят посылки. Вот. И решили, что сегодня, когда будет возможность купить остатки по $1 за штуку, мы выберем какие-нибудь интересные посылочки для того, чтобы их распаковать. И вот едем уже почти на месте. Осталось нам 3 минуты. В этот район мы приезжаем редко. Но, в принципе, плюс-минус все районы у нас похожи. Тут идет какая-то стройка с той стороны. Достаточно большой трафик сегодня, будний день. Вот. Конечно, не как пробки в Краснодаре, но все равно машин достаточно много. Есть KFC. Мы, кстати, заходили в один KFC. Я очень хотела попробовать курочек. Куриные крылышки. Но что-то нам там так не понравилось. И мы побоялись, побрезговали там покупать еду. Было очень грязно, был странный запах. Поэтому на фастфуд здесь в Америке мы смотрим ремонт скептически. Все. Там как будто лет 20. открыли Пахло кафешку, маслом. да. И после этого ничего там не делали. Не тот сервис, к которому мы привыкли в KFC. Угу. Так что мы пока не попробовали крылышки из KFC. Наверное, это к лучшему. Ну, здесь вот разные магазины, офисы, вот это отделение банка. Сейчас мы уже подъезжаем к магазину, поворачиваем на наш съезд и посмотрим. Очень интересно, сколько там людей. Прям я даже не знаю. Их или будет очень много, или будет очень мало. Вон он, магазин, мы к нему приближаемся. Почему-то заваливается горизонт. Я не понимаю, почему он заваливается. Все запарковано. Да, машин очень много. Открытие, вон люди выгребают что-то. В пакетах выходят. Открытие, наверное, было часов в 10. Мы, конечно, запоздали. Очень много людей покупает на перепродажу эти товарчики. Вот называется Treasure Hunt Bin Mega Store. Посмотрим, что мы здесь сегодня найдем. Очень много людей покупает, чтобы перепродавать на ютубе. Вот там не видно, стоит женщина с полным пакетом какого-то добра. И я вижу, что там очередь на кассе. Вот. Сейчас пойдем посмотрим. Вот, Константин вышел. Мы взяли с собой перчатки. В прошлый раз поняли, что ковыряться в посылках нужно только в перчатках. Вот так выглядит магазин. В зависимости от дня можно купить по разной стоимости. Да, в общем, в пятницу здесь поставка новых товаров, невостребованных посылок. И в пятницу самые высокие цены, но при этом можно найти самые интересные посылки, технику разную, которую можно перепродать по хорошей цене. И дальше, с учетом снижения количества посылок, цена снижается. В субботу $10 за посылку, в воскресенье 7 и так далее, и так далее. И вот сегодня среда, все по $1. И мы посмотрим вообще, что там осталось. Ну, вроде бы горы посылок есть. Нам нужна, наверное, какая-нибудь корзинка. И у них, получается, в четверг закрыт магазин Ресток. Они пополняют товары, выкладывают новые посылки и открываются заново в пятницу, когда уже есть что-то новенькое. Корзинка как будто из другого магазина. Мне кажется, это корзинка из Фудлайна. Она лучится и не едет. Но специально, чтобы сюда не ездила. Ну, пойдем посмотрим в любом случае. Заходим. О, ну тут точно побольше людей относительно того, что мы видели в прошлый раз. Я вообще не знаю, будет ли слышно без микрофона. Ничего не осталось. Как громко. Люди тащат все.
пакетах, в чемоданах. Какие-то запчасти. Посмотрим, что это такое. Что это ну тут такое? точно новые коробки выставили. Бутылки. Что это за бутылочки? Бутылки с собой брать в поход. Это USB зарядка. Мы хотели снять посылки на распаковку. Я вообще не знаю, слышно меня сейчас или нет. Но здесь происходит какой-то трэш. Как будто люди с открытия уже все выгребли, все, что тут было. Я сейчас покажу. В местах, где были посылки, просто один хлам. Но контент есть контент. Это вообще что? Это вообще что? Это жесть какая-то. Я тоже не хочу в этом копошиться. Ну, ребят, Вот не была. сегодня. Видимо, не сегодня, да. Видимо, это надо делать в другой день. Просто уже выгребли все, что было. Вот здесь вот все было в прошлый раз в коробках посылок, которые можно было посмотреть, повыбирать. Какие-то были вскрытые, какие-то были новые, какие-то были переупакованные. Вот тут даже парик какой-то лежит. Это просто ужас. Это просто ужас. И вот люди продолжают копошиться для того, чтобы найти что-то по $1, что можно перепродать. И, о боже, надо отсюда валить. Это какая-то жесть. Очень много всего с Рождества. То есть тут даже уже ничего не осталось в коробках, их все вытрясли. Их все вытрясли. Вот что-то дополнительно на продажу. Это, наверное, какая-то одежда, которая продается в упаковках. Вот, ну это просто мусорка на самом деле. Я не знаю, но люди с тележками, они как будто себе что-то выбирают за $1. Понятно, что сегодня приезжают люди, которые не могут себе позволить каких-то дорогих покупок, если они покупают это для себя. Кабинный фильтр можно купить сегодня за $1. Так обычно цена в районе 20. Ну вот, кабинный фильтр. Да, но это все не то, что интересно нам. Здесь еще какие-то футболки, одежда. Да. Ну что, очень много людей. Очень много людей. Расскажи о своих впечатлениях. Сегодня что, среда? По средам сюда не стоит приходить. Максимум... Не, ну максимум на открытие на самом деле. Скорее всего, здесь стояла толпа людей, которые Посмотри, наверное, очередь, заехали. которую они занимали с 5 утра. Да. Много-много. Дети там, которые ползают где-то под столом. Вот. И очередь. Парень стоит, улыбается. Рождественский. Нет, ну, на самом деле купить 2 корзинки рождественского барахла, если тебе есть где хранить, и ты считаешь, что это разумная инвестиция, почему бы и нет? Ну, там долларов на 20 максимум. В этом году мы потратили, наверное, $200 на декорирование дома, потому что все покупали заново. Вот, а народ купил вон гирлянды, шарики, все, что можно рождественское выбрать, откроет свой рождественский магазин в следующем году. Что ты тут нашел? Что это? Это линзы на телефон. С каким-нибудь эффектом, наверное. С каким-нибудь эффектом. Универсальные. А, ну вон Да, типа рыбий глаз, широкоугольная. широкий глаз. Что еще есть? Это что это переводил? Какие-то бабочки. А это для полива. Наподобие капельного полива. Шланг с дырочками. Ага. Ну, вдруг кому-то нужно. И что вон там в коробках? Что это? Так, что же это такое? Пока... Не знаю. Это wireless charger. Смотри, это какая-то беспроводная зарядка. Дочь. Интересно, она для всего подходит или для чего-то определенного? Ну, для айфона я бы не стала использовать. Очень сомнительное устройство. Да. Люди что-то перебирают.
Наверное, что-то найдут для себя полезное. Можно вкрутить в колеса. Едешь, оно мигает. Тоже, наверное, баксов 5 стоит. Сегодня можно купить за $1. Ну вот, люди купили очень много барахла. Выгодно, все можно продать. Все абсолютно можно продать. Что здесь еще есть? На самом деле выгребли все пусто. Наверное, они себе покупают большую часть. Ну, я думаю... например, которым под шкаф подкатываешь, под шкаф приподнимаешь его. Так, и что дальше происходит? Можно под него засунуть подкатный механизм, чтобы его передвинуть. Очень нужная вещь в хозяйстве. Все очень обожают всякие накладки на рули. 99% ездят вот с накладками разных размеров. Есть еще пошире, очень пушистые. Юра, если ты нас слышишь, это место как раз-таки для твоего бизнеса. А как думаете, это для подогрева? Здесь есть еще провод. Ну, сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Ай. Ребята идут, улыбаются. Ну, как твои впечатления? Точно не в среду, в последний день приходить, когда по $1. Это Видел вообще что-то страшное. информацию, что люди становятся змейкой вдоль этого магазина, приносят с собой стулья, кресла и занимают за несколько часов до открытия. А то и порой там в 5 утра приходят и ждут, когда магазин откроется в 10, чтобы найти какой-то лучший товар. Они приходят именно сегодня, когда все по $1? Они Или приходят в день поставки, каждый интересно? день. А, В они основном в каждый день день. поставки, когда все новое. Ну, если мы были в воскресенье, когда все по $7 и нашли насадку на пылесос Dyson, Да, то, которая вероятно, которая стоит $50-60, то, вероятно, в пятницу, когда есть новые посылки, хоть это и самая дорогая цена, но можно найти что-то на перепродажу. Но судя по углу магазина, по дальнему, там есть и телевизоры, и пылесосы, которые стоят больше $300. Ну. То есть можно найти что-то за 12, что стоит 300-400. Ну да, иногда попадается и техника неплохая в коробках. Вот, но то, что мы увидели сегодня, люди, которые покупают вот это барахло, я не знаю, Костя думает, что они что-то покупают себе, а мне кажется, еще есть же блошиный рынок, здесь такой большой, в роли тоже, мы там ни разу не были, и, может быть, они перепродают там то же самое барахло. Ну, вот там были какие-то термофутболки, в принципе, за $1 купил, за 5 продал. Если люди строят на этом бизнес, то, возможно, они как-то на этом и зарабатывают. Просто покупать это все для себя, это надо быть совсем crazy. Ну, а мы не расстраиваемся, у нас есть еще одна локация, которую мы нашли вчера. Поехали тогда туда, съездим на разведку. Там, по-моему, были палеты, но интересно вообще посмотреть, что там. Очень хотелось сегодня снять видео про распаковку, но, видимо, будет видео про поиск посылок, которые можно купить для распаковки. Погнали! Ну и вот мы уже поехали на следующую локацию. Ехать нам примерно полчаса. Это я не пристегнутая. Что случилось? Это я не пристегнутая. Машина начала пикать. Совсем недавно машина пикала, потому что там был очень низкий уровень масла, и мы даже пару раз заглохли, поэтому сейчас насторожились, что опять это я не пристегнулась на парковке. Да почему? Это жизнь. Не будем ничего вырезать. Вот бензин, который стоит сейчас $2.99 на заправке. Когда мы сюда приехали, был бензин, наверное, $3.20 за галлон. Потом он вырос до 3,6, а сейчас вот $2.99 стоит бензин. Примерно за последние полгода стоимость бензина у нас упала. Это не может не радовать. Вот. И сейчас будем ехать. Ну, кстати, уже ехать не полчаса, уже ехать 23 минуты. Посмотрим, что тут есть у нас по дороге. Мы в этот район... в пределах 17-20 минут. Все удобно расположено, да, особенно если магазины какие-то нужны, то от твоего места жительства обязательно найдется недалеко торговый центр, где будет все, что нужно. Вот. А эта локация, мы там не были еще, да, в этом районе? Мы редко едем в ту часть. В ту часть. Это где-то на севере?
Да, на севере прям, север. А сейчас мы где? На западе? А сейчас мы на юге. Север, юг, запад, восток. Вспомнить географию. А, ну в принципе мы там где-то были, нет? А, вот так. Где наш дом? Надо посмотреть, где наш дом. Где наш дом, где наш дом? А, ну в ту сторону. Это северо-восток получается. А, Чёт- нет, подожди, чётко север. мы вниз едем. Там, где флажочек, это вот сюда мы едем, да? Мгм. Ну все. Почему север? Может, это юг? Ой, в общем, картография это не мое. Такая у нас пасмурная погода сегодня. Хочется немножко спать. Я бы хотела сказать, хочется немножко кофе. Ну, кофе мы уже утром попили. Чтобы попить кофе в Старбаксе, нужно заплатить около $12 за капучино на двоих. Ну, $12 за капучино это как бы дофига. Каждый день капучино не хочется пить с такими ценами в Старбаксе. Хотя можно даже заказать какую-нибудь бонусную кредитку с бонусами, заточенную именно под Старбакс, но проще отказаться от этой привычки, не тратить деньги, а инвестировать, например. Да? Хорошая мысль. Здесь какие-то кафешки, магазины. Такой неспальный район, Capital Plaza. Там какое-то здание, у которого на крыше башня как будто сделана из лего. Вот такая вот одноэтажная Америка. Все многоэтажки, они находятся в центре города, даунтауне. А так, в принципе, все картинки одинаковые. Вот какой-то сафари-парк. Может, там аквапарк какой-то, не знаю, не успела рассмотреть. Много машин. Много машин. И много автодилеров. Дилеров много, кроме... Мустанги. Корвет Мустанг. Очень много небольших автодилеров при этом. Вот, как, например, вон там вот, на той стороне. Потому что наверняка тоже дилер стоит. Да. Бюджет все перекрыл, всю картинку мне. Поехали, посмотрим. Fashion Metro, там какой-то магазин. Даже не знаю, что там, не слышала ни разу. Везде обязательно расположен фастфуд. Одни и те же сетки практически везде. Это наш общественный транспорт едет. Мы ни разу не пробовали здесь кататься на общественном транспорте. Ездили только в Майами. Ну, это было Из аэропорта. первый день, когда мы прилетели. Мы были вообще без ничего, ехали из аэропорта с 2 чемоданами на общественном транспорте. Вот. Здесь серенько как-то еще сегодня. Такое видео серое получится, пасмурное. Ну ладно. Вчера было 22. Вчера была И классная солнечно. погода. Да. Это какой-то апарт-комплекс. Здесь 4 этажа. 4 этажа, да. Дилеры, слева, справа. Ну да, райончик таких небольших дилеров. Можно выбрать машину. Ну, когда мы смотрели у мелких дилеров в Джорджии, выбирали себе машину, мы там ничего не выбрали. Да? Потому что они предлагают купленное с копорта, кое-как восстановленное. Открываешь капот, все болты ржавые. Ну да. То есть без обслуживания Очень страшно или что-то покупать такое. минимальное. Но это все равно, что с аукциона сам себе купишь. Если у тебя нет навыков, оборудования для того, чтобы самому восстановить эту машину, то это будут только лишние проблемы. Типа, возможно, ты деньги и сэкономишь. Но в итоге мы купили в Кармаксе, конечно. Ставка процентная высокая, но это совсем другая история. Рассказать о покупке машины. Вот, но, по крайней мере, машина. Будет новое видео Да. про Кармакс. Обратили внимание, что очень много мусора. Вот в нашем районе, где мы живем, мусора вообще нет. А здесь на обочинах валяются какие-то пакеты, банки. То есть не самая ухоженная часть города. На остановке терлись какие-то парни. Тоже вызвали подозрения у нас.
Приехали мы к нашему месту назначения. Магазин Triangle Liquidators. Не знаю, кстати, мы не проверили, работает или нет. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь есть. Погнали! Ну вот он, вход. Расписание, среда работает с 10 до 6. Интересней. Выглядит как приличный магазин. К вот этим полкам, видимо, нельзя подходить. Написано только работники. Очень много коробок, техники. Интересная сортировка по дням недели. Там вот понедельник, вторник. Рядами. Среда. Не знаю, что это значит. Но... Может быть, здесь надо с аукциона выкупать. Скорее всего. Мы не почитали на сайте. Мне кажется, у них работает по системе аукциона. Вот. И можно что-то приезжать уже забирать, скорее всего. Ну, давай осмотримся. И, если что, спросим у кого-нибудь, как они работают. Прикольно. Это что? Это какая-то газонокосилка или что это? Да, это газонокосилка. И это... Кстати, это DeWalt техника какая-то стоит. Но тут набор, несколько предметов. Прикольно. Интересно, сколько это стоит в итоге. Сколько это все стоит. Ну, здесь какая-то прям техника такая. Это коробка с миньонами, новогодняя елка рождественская. Сегодня 5 число, значит, эти аукционы уже прошли. Здесь вот очень много рождественских разных коробок. А, какой-то друг гуляет. Привет! Интересная собака. Елки. Ну, то есть здесь понятно, что в коробках продается. Здесь продается какой-то поезд. Очень интересный наборчик, прикольный. Ну, единственное, я не знаю, как оно будет перепродаваться сейчас, когда уже Рождество прошло. Не самый актуальный товар. Но, с другой стороны, если это низкая цена, то, возможно, и вызовет интерес. Вот я бы купила, если честно. С хорошей сделкой что-нибудь. В аукционе на сайте. Надо поучаствовать в аукционе на сайте. Аукционы. Ага, и тогда уже приходишь сюда и забираешь, да, что-то? Забираешь своего рейндира. Это олень. Это рождественский олень. Только у него не красный нос. Да, это, видимо, не Рудольф, Наверное, да. а кто-то другой. Ну вот, кстати, смотри, еще техника DeWalt. Очень интересно. DeWalt — это дорогой бренд. За сколько ее продали? Если бы я разбиралась в технике, я бы предположительно могла прикинуть. Рождественский венок. Это вот палеты, которые будут в четверг, видимо, завтра торговаться в этом ряду. Четверг. Скорее всего, можно вот так вот приехать, посмотреть, как выглядят эти палеты. То, что будет торговаться завтра. И уже повыбирать что-то. Поиграть. Дружище бегает. Что здесь? Там есть увлажнитель воздуха. Выглядит очень хорошо. Тут вот прям для дома всякое барахло. Какой-то там, Что-то наверное, нравится? столик. Не знаю. Мусорка. Очень много техники. Тоже какой-то пылесос. Там. Кобальт. Кобальт. Очень много этого бренда. Это генератор. Очень. Почему здесь люди покупают генераторы? Также они ставят для дома на случай отключения электричества. Когда снег выпадал, то в некоторых районах света не было. Ураган, когда проходил, тоже света не было в некоторых районах. Ну, Подключил да, генератор. Все на электричестве здесь, то, конечно, генератор нужен. Газа нету, я не знаю вообще, где-то. Но по любой причине может свет отключиться. Включил генератор, и зимой работает сплит-система на тепло, и летом работает. Да. Душевая система, которая сверху дождем поливается. Rain shower system. Прикольно.
Предыдущие с забытыми посылками стоит заезжать, но не в крайний день перед зановной партией. Там просто хламина, все растрепано, все высыпано. Можно заехать в день, когда будет по 3 бакса посмотреть. Угу. Что-нибудь взять вам на распаковку. Нам Да. тоже очень интересно. Но хочу сказать, что продуктивный день. Мы посмотрели несколько локаций, эти 2 локации, и теперь знаем, где и что можно купить. Ну и, в принципе, разумный шопинг, если это не просто для распаковок и для видео, а купить что-то для дома, это тоже очень На вид целесообразно. вся техника новая. На вид все коробки Да. новые здесь абсолютно. Абсолютно новые. Парень потащил Dyson. Меня это сразу Мы замотивировало. насадку нашли на Dyson Насадку уже нашли на за Dyson. $7. 7 же, правильно? Да, за стоило? $7. Плюс таксы вышло 46. Вот. Ну что, погнали. Мы тогда едем дальше. Поедем мы сейчас, наверное... А мы сейчас придумаем, посмотрим карту, посмотрим, что нам еще нужно. Может, еще какую-нибудь локацию найдем с посылками. Может быть. А может, поедем за кофе. Такие. Погнали. Ну что, у нас сегодня получилось видео по поиску магазинов с ликвидационными товарами. Теперь мы знаем, где, когда и как их лучше покупать в этих магазинах, в которых мы были сегодня. Поэтому в следующий раз обязательно купим посылки для распаковки. И спасибо, что были с нами. Оставайтесь на нашем канале. Я думаю, что впереди будет много интересных выпусков. Привет!